Отжимания – это одно из 4 базовых упражнений в воркауте и одно из ключевых упражнений для верха тела. Оно прокачивает ваши грудные, руки, плечи, корпус и даже ноги. Несмотря на это, отжимания все-таки считается главным упражнением именно для ваших грудных мышц. И чтобы понять, как их максимально нужно нагрузить, необходимо рассмотреть их структуру, как они работают. То есть ваши грудные мышцы, они начинаются из середины и крепятся к плечу. Для того, чтобы максимально их нагрузить, первым делом нужно максимально растянуть мышцу. И это будет сделано, если вы отведете свое плечо назад. То есть, в принципе, суть грудной мышцы заключается в том, чтобы приводить ваше плечо к телу. Вы отводите его за счет мышц спины назад и приводите за счет грудных мышц вперед. Именно это и происходит при отжиманиях. Когда вы опускаете нижнее положение, у вас плечо отходит назад, соответственно, грудная мышца растягивается. Чем сильнее она растягивается, тем более эффективным будет это упражнение, потому что вы сможете дать большую нагрузку. Затем вы выжимаете себя вверх и, видите, ваше плечо возвращается обратно. Кстати, именно для цели увеличения амплитуды и большего растяжения грудной мышцы многие используют упоры для отжиманий или отжимаются от возвышенностей. Потому что когда вы отжимаетесь от пола, у вас есть определенное ограничение в амплитуде, связанное с длиной ваших рук. Если же вы отжимаетесь от упоров, вы можете отжаться глубже, а значит сделать это упражнение более эффективно. Тем не менее, многие все равно делают это упражнение неправильно, и поэтому я предлагаю сегодня рассмотреть его прямо по фазам. В принципе, в отжиманиях от пола можно выделить 3 основные фазы. Фаза первая – это упор лежа. Фаза вторая – это процесс опускания себя из верхней точки в нижнюю точку. И третья фаза – это возвращение в исходное положение упор лежа. Мы посмотрим, какие основные ошибки люди делают и как их избежать, чтобы делать упражнения не только эффективно, но и безопасно для вашего здоровья, для ваших суставов. Начнем с самого первого момента, с упора лежа. Здесь можно выделить несколько основных ошибок, которые чаще всего допускают начинающие. И первый момент – это положение рук. Они должны стоять примерно на ширине плеч и на высоте немного ниже уровня плечей. Потому что если вы поставите их слишком высоко, вам неудобно будет отжиматься. Вам просто некуда будет девать локти, и они будут очень неприятно расходиться в сторону. Наиболее же естественным положением именно будет под плечами. Таким образом вы сможете сгибать руку в естественном сгибе локтя, и это будет удобно и эффективно. То есть вы сможете сделать больше упражнений, и нагрузка уйдет именно туда, куда вам нужно. Второй момент, который часто, опять же, вторая ошибка, которую часто допускают начинающие, это прогиб поясницы. Дело в том, что когда вы принимаете упор лежа, вы должны добиться того, чтобы ваше тело создало одну линию от макушки до ног. Очень часто начинающие, осознанно или неосознанно, когда принимают упор лежа, они прогибаются в животе, прогибаются в пояснице, и у них получается вот такая вот кривая линия. Это неправильно, и если вы заметили за собой такую ошибку, то лучше потратить время на то, чтобы потренировать планку и потренировать упор лежа именно, чтобы держать его ровно и четко. Еще один момент, связанный с положением шеи. Многие, когда начинают отжиматься, они стараются смотреть перед собой, в результате чего в упоре лежа у них происходит переразгибание шеи, то есть они как бы вверх тянутся. Получается так. Этого не нужно делать, сохраняйте естественное положение шеи, то есть вы приняли упор лежа и смотрите, получается, перед собой, так и смотрите. Не нужно смотреть куда-либо еще. Ну и, наверное, последний момент, который касается стартового положения упор лежа, заключается в стопах. Чем шире вы разводите ноги, тем легче вам будет делать отжимания от пола. Чем ближе ноги друг к другу, тем сложнее. Соответственно, таким образом вы можете регулировать нагрузку. И если вы уже прошли уровень, когда вы отжимались с колен, но пока еще не можете полноценно отжиматься от пола, попробуйте поставить ноги шире. Возможно, это даст вам именно тот небольшой запас сил, который позволит полноценно отжиматься от пола. Итак, вторая фаза – это непосредственно опускание вниз. И здесь самой распространенной ошибкой связана как с процессом сгибания локтей, так и с той амплитудой, в которой люди делают отжимания от пола. Что касается ваших локтей. Дело в том, что если вы сгибаете локоть в сторону, а многие новички так стараются делать, то есть они стараются отжиматься от пола таким образом, чтобы развести локти максимально в сторону. Вы создаете нагрузку на растяжение для своего запястья, к которой оно не было спроектировано в принципе природой. То есть это движение, оно противоестественно.
любые противоестественные движения в воркауте и других видах спорта, они приводят только к одному – травме. Раньше, позже, это все зависит от вашего уровня подготовки и того, насколько интенсивно вы делаете неправильные упражнения, но травма, она неизбежна. Если вы сгибаете локоть в правильном направлении, то он сгибается по естественной траектории, как у вас лежит запястье. И таким образом никакой дополнительной вредной, опасной, травмоопасной нагрузки не создается. Это еще один момент, почему нужно сразу учиться сгибать локти при отжиманиях от пола в правильной траектории, в правильной плоскости. Таким образом, к тому же распределяется нагрузка между грудным и трицепсом, и если вы только начинаете отжиматься, это вам позволит лучше освоить технику этого упражнения и не будет делать его слишком сложным. Следующий момент, он связан с амплитудой движения, и, как вы уже знаете, чем больше амплитуды, тем больше нагрузка на мышцы, тем упражнение делается эффективным. Нужно стараться делать упражнения в максимальной амплитуде, то есть касаться грудью пола или максимально опускаться. С касанием пола вообще есть еще один момент. Многие делают отжимания до касания носом пола, и как бы сознательно или несознательно, да, они опускают шею вниз, таким образом, чтобы их нос как можно быстрее касался пола. Из-за этого и грудные не растягиваются на полную амплитуду и не получают должной нагрузки. Если вы думаете, что у вас может быть такая проблема, то просто запишите себя со стороны на видео или сделайте пару отжиманий перед зеркалом и следите за тем, чтобы ваши грудные всегда шли перед вашим носом. Тогда это упражнение станет гораздо эффективнее. Что касается третьей фазы, то вы должны понимать, что отжимание от пола, как и любое другое силовое упражнение, выполняется исключительно за счет силы мышц, за счет их сокращения или расслабления. В данном случае, для того, чтобы выжать себя обратно наверх, вам нужно совершить усилие грудной мышцы, чтобы привести плечо, и вашими руками, чтобы отжать себя вверх. И вы должны делать это именно за счет мышц груди и именно за счет мышц рук. Не надо добавлять никаких волн, не надо добавлять никаких рывков и каких-либо других моментов, чтобы выжать себя наверх. Если вы не можете полностью отжаться, пробуйте более простые варианты. Отжимайтесь с колен, отжимайтесь от более высокой поверхности, когда ваши руки находятся выше, чем ваши ноги, либо ставьте стопы шире. Но ни в коем случае не надо вот дерганий или каких-то неполных отжиманий на количество. Лучше сделать более качественно, но меньше повторений, чем больше повторений, но менее качественно. В конечном итоге количество – это следствие от вашей силы, а не самоцель. В целом, про отжимания можно говорить очень и очень много, потому что их существует уже огромное количество самых разных вариантов, и на нашем сайте собрано просто море видео. Смотрите их в разделе «Видео», в разделе «Мотивация», и вы посмотрите, как можно разнообразить свои тренировки. Главное – это делать упражнения и делать их правильно. Еще момент, о котором стоит сказать, многие, когда начинают отжиматься от пола, они чувствуют дискомфорт в запястьях, связанный с непривычной нагрузкой. То есть, если вы раньше вообще не тренировались, то вашим запястьям непривычно, когда вы пытаетесь всем весом своего тела нагрузить их. Не стоит форсировать события и просто привыкайте постепенно к нагрузке. Добавляйте в свои тренировки простой упор лежа до того момента, пока ваши запястья не привыкнут к тому, что вы для них делаете. Со временем эти неприятные ощущения пройдут. Вот, наверное, и все, что я хотел сегодня рассказать про отжимания. Получилось такое не очень большое видео, но надеюсь, что получилось оно полезным. Если вы еще не смотрели видео про подтягивания, то кликните на ссылку рядом со мной и посмотрите, там тоже много полезной информации. А в целом, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, комментарии, что хотите в обсуждениях. Будем рад вам помочь. С вами был Антон Кучумов, и до встречи в следующих видео.